Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влогах канала Ольга Валерьевна. Ну а пока я буду рассказывать, что у нее произошло во влогах, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик с тем, чтобы оставаться в курсе новых обзоров. Давненько я не заглядывала на канал Ольги Валерьевны, но сейчас вот заглянула и поняла, что в принципе ничего особо-то там не меняется. Единственное, что она придумала, это она стала бить своих зрителей по голове. Да, это просто какой-то кошмар. У нее каждый влог практически начинается с того, что она берет ручку шариковую в руки и просто бьет по монитору, что ли, да. Так вот сверху по монитору бьет. Но это ненормально. И кричит. Ну что это такое? Разве это нормальное поведение? Я думаю, что надо что-то менять. Да, она хочет придумать какую-то свою, так сказать, фишку. Но, извините, это уже за гранью, по-моему, да. Если раньше она говорила, мне не жирно, вам не знаю, я могу молчать, но как же тогда я буду есть и так далее, да, вот такого плана, то теперь она стала просто от слов переходить к действиям. Она просто стала бить своих зрителей, при этом кричать: просыпайтесь, я в эфире, смотрите, пожалуйста, мой влог. Ну куда это годится? Манку она очень любит. И хочет, и не может. Вот так вот говорит, да. Мол, манку я сейчас приготовлю, а потом что с ней делать? Она на один раз только и так далее. Ну, в принципе, если сильно захотеть, то манку можно молочком развести и разогреть. На второй день или там вот через какое-то время после того, как ее приготовили, запросто это делается. Но нет, Ольга Валерьевна у нас, видимо, из богатого сословия, поэтому она может себе позволить выбрасывать продукты и уже даже готовые блюда. То же самое она проделывать собралась и с гречкой тоже. Почему? Потому как она говорит, вот гречку она поест с молоком, а все остальное, мол, выбрасывает. Ну да, действительно, не ее деньги, получается так, да, деньги донатеров, как выражается Ольга Валерьевна. Почему бы нет? Можно и разбазаривать все продукты, купленные на эти деньги. На ее деньги я не думаю, что что-то куплено. Почему? Потому как ее денег как таковых нет. Пенсию она еще не получает, и живет она на деньги донатеров. Но, видимо, она это принимает как должное, не считая чем-то зазорным. Да, правильно, пока живут на свете дураки. Обманывать нам стало быть с руки. Вот это вот прям вот про ситуацию с донатерами так называемыми и Ольгой Валерьевной. Пока живут на свете дураки. Не понимаю я, у людей глаза закрыты или что с этими людьми происходит? Почему они не видят, кто перед ними? Вот действительно, крошка Цахис в женском обличии. Ну и возрастной, конечно, крошка Цахис. Кто не читал эту сказку Гофмана, почитайте, не пожалеете. И прям вот вы увидите, что действительно Ольга Валерьевна это крошка Цахис. Но хочется сказать, что при дворе, где вот жил этот крошка Цахис, были люди, которые видели все его нутро. И вот эти вот люди, которые действительно видят нутро Ольги Валерьевны и знают, какая она внутри, конечно, они отписываются от ее канала и перестают ей донатить. И не понимают вообще, как наваждение какое-то, говорят, было. Вот что это было со мной, мол, сам не могу понять. И приходят на обзорные каналы. Ну и правильно делают. Потому как от Ольги Валерьевны никакой благодарности нет и быть не может. Кстати говоря, огромное спасибо моему подписчику, точнее подписчице, которая действительно провела прямую аналогию с крошкой Цахис, а не Ольгой Валерьевной. Она прям вот, ну молодец, не в бровь, а в глаз. Замечает Ольга Валерьевна, что кто-то там из блогеров, как она выражается, внимание, цитата, ржет. Ржет, понимаете, не смеется, а ржет. Как она себе позволяет выражаться в отношении других людей? Я не знаю, кто вообще дал такое право. И говорит, ну вот он так ржет, и почему его не отправят в тра-та-та? Нормально так. Потом говорит, у него там такие ужинки, почему его не отправят в тра-та-та? А почему и Ольгу Валерьевну не отправить в это самое тра-та-та? Вот почему? Она точно так же, простите, ржет. Точно такие же ужимки у нее. Извините. Чем она лучше тех, о ком она говорит? Да ничем она не хуже. Скажу больше, она на порядок, а то и больше хуже. С какой-то радостью вдруг она стала говорить о том, как у нее хорошо прошли роды. Сын у нее какой красавец, и невестка у нее красавица, и тут же добавляет, не дай бог. Что хотела сказать Ольга Валерьевна? Я не знаю.
То ли красавица у нее невестка, то ли нет. В общем, ее не понять, Ольгу Валерьевну. Говорит все подряд. Вот честное слово, такое ощущение, что у нее язык не подключен к мозгу. Плохо ей было, лежала, болела, мигрень, головные боли ее мучили. Но тут, о чудо, донатер какой-то перечислил ей большую сумму денег. И Ольге Валерьевне сразу полегчало. Да, говорит, деньги лечат. Действительно, Ольга Валерьевна, молодец какая, деньги ее лечат. Я просто не понимаю, неужели у людей нет глаз? Ну, опять же, возвращаясь к вопросу о Прошке Цахисе. Видимо, все-таки какое-то наваждение, затмение, что с людьми происходит. Мало того, что донатят, так еще и большие суммы. То есть они отрывают от своих детей, от своих мужей, от своих жен, от своих внуков. Правильно? Правильно. В конце концов, от родителей своих тоже отрывают. От всех членов семьи отрывают и дают Ольге Валерьевне. А что она? Хоть бы немного была благодарна. Не, она не благодарная абсолютно. Она сейчас тебе в глаза улыбается, а через секунду отвернется и, простите, спиной к тебе повернется и забудет, как звать тебя. Но почему-то люди этого не видят, не замечают и знать не хотят. Уж не знаю почему. И вот вы знаете, видимо, это какой-то такой еще приятный бонус. Поговорить с донатером по телефону. Говорит, 1,5-2 часа, мол, может болтать по телефону с донатерами. И обсуждают они по телефону блогеров. Представляете, 1,5-2 часа обсуждать ютубовских блогеров со своим донатером, ну или донатером, да, по телефону. Это вообще. То есть Ольга Валерьевна считает, что ей можно обсуждать, а ее саму кому-то обсудить не-не-не, нельзя. И уж тем более нельзя писать ей на стриме или писать ей комментарии к ее видео людям, у которых нет аватарки. Это вообще Ольга Валерьевна считает чем-то запредельным. Нельзя ни в коем случае. Нет аватарки, ты плохой. Вот такая вот логика. Странная, но логика, да. Стала называть своих зрителей чучундрами, потом осеклась, говорит, не-не, чучундра это хорошо. Чайки, вот вы теперь кто. Думаю, нормально так. А чем чайки не угодили Ольге Валерьевне? Почему она считает, что чайка это плохая птица? Я не знаю, возможно, это сленг какой-то, возможно, в определенных кругах слово чайка действительно плохое какое-то, но насколько мне известно, ну что чайка? Чайка чудесная птица, почему нет? Речная бывает, морская бывает чайка. Ну, видите, Ольга Валерьевна считает, что чайка это плохо. Теперь она тех людей, которые не угодно, будет называть чайками. Вот так. Обмотала она голову свою полотенцем и говорит, да, мол, в чем хочу, в том и хожу, мол, я у себя дома. Хочется напомнить, что если у канала большая аудитория, то блогер, да, он, понятное дело, он снимает влоги из дома, но он уже не принадлежит самому себе. И когда он выходит в эфир, он должен опрятно выглядеть, он должен быть лицом канала, и он должен сделать так, чтобы на него хотели равняться. То есть он не может себе позволить сидеть в какой-то грязной квартире, как Ольга Валерьевна, например, да? Уж тем более, что были дверцы шкафов открыты, не может себе позволить бардак какой-то, чтобы везде был на всех поверхностях, даже на гладильной доске. И уж тем более он не может себе позволить плохо выглядеть в кадре. Он должен думать о том, как он выглядит, о своем внешнем виде задуматься. Ну, видите, только не Ольга Валерьевна. Она говорит, вот чем хочу, тем и обмотаюсь. Ну, извините, если ты один дома при выключенной камере, можешь делать все, что угодно. Но когда ты включил камеру, будь добр, выглядеть как человек. И вот эту самую тряпку с головы снять, трусы красные с люстры снять. Но нет, Ольга Валерьевна говорит, я дома, а все остальное меня мало волнует. Она искренне считает, что вся та аудитория, которая ее смотрит, ей понравится эта картинка. Но видите, нравится, все-таки нравится, это какой-то парадокс. Но правда до поры до времени. Она еще и оскорбляет своих зрителей, говорит, всем вам за счастье такую тряпку, вот такое вот полотенце иметь, какое у меня на голове намотано. Представляете? За счастье ее зрителям иметь какие-то тряпки. Ой, я не знаю, что с ней такое, почему она считает, что мы только зла желаем. По-нашему не будет. Ну и зря, по-нашему, если было бы. У нее комната была бы убранная, в доме было бы чисто, горы посуды никогда не было бы. И как-то вот она выглядела более не менее. Правда ведь? Правда ведь. И как-то вот на нее было бы приятно смотреть. Ну, относительно хотя бы. Это если по-нашему. И ела бы она красиво, не чавкала бы. Правда ведь? Правда ведь. И не стучала бы по голове, не била бы своих зрителей. Но опять же, если это все по-нашему. Ну, а вот так как она поступает, мы видим, да. И почему-то считает, что мы все ей хотим зла.
И тут же она говорит, что какой-то там блогер, который ест на камеру, его надо тоже забрать туда, где тра-та-та. Кто-то толстый, какой-то толстый блогер, его тоже надо забрать. Извините, сама она подходит под все эти критерии. Она ест на камеру, и, простите, она далеко не худышка. Правда ведь? Правда ведь? Ржет она, как она выражается? Да. Поэтому все вот эти моменты, за которые она хочет, чтобы всех людей отправили туда вот в тра-та-та, извините, она сама очень хорошо подходит. Очень хорошо под все эти критерии подходит. Но опять же, в своем глазу она не замечает бревна, а в чужом соринку видит. Она рассказала про маму Николая Сергеевича. Говорит, знает Натаху. Представляете? Натаху. Не Наташу, не Наталью, не Натали, ну как-то, да, вот. Не, Натаха. Вот как-то так, да, вот такое понебратство. Натаха. Мама этого человека Натаха. Ужас какой-то. Дом большой, говорит, хорошо живут. Ну, то есть это такой намек на донатики. Вы хорошо живете, у вас дом большой, у вас хозяйство хорошее. Вы там собираете и яйца собираете в больших количествах, и мясо у вас есть. В общем, вся мясомолочная продукция есть. Поэтому да-да-да, донатьте, донатьте. Видите, я вас похвалила. Я знаю всю вашу семью. Донатьте мне. Ужас какой-то. Вот такая вот подоплека, конечно, да. Она это напрямую не говорит, но я так думаю, что до поры до времени. Хотя, в принципе, почему? Раньше же она говорила уже, да. Она говорила, до Нового года осталось там месяц или два, да. Я вам напоминаю, я на Новый год хочу подарочки. Кстати говоря, о подарочках. Ей кто-то что-то там все-таки присылает. И она очень счастлива. Присылает не то, что она хочет, какие-то тунички, но тем не менее, да, хоть что-то. Ей присылают. И скажу больше, она уверена, что ей сделают ремонт. Причем она так и говорит, да, говорит, ремонт мне, конечно, сделают, конечно, вы представляете? Я просто в шоке. Вот кто ей будет делать ремонт? Просто непонятно. Один человек почти уже был готов ей ремонт делать, но вовремя понял, с кем дело имеет, и ушел вообще с ее канала и не хочет, видимо, дело с ней иметь. Потому как ремонт какой был, такой остался, то есть никакой. Она хотела и квартиру снаружи утеплить, и углы замазать изнутри, в общем, много чего хотела, но видите как. Какое у нее сейчас есть состояние этой квартиры, такое оно у нее есть. То есть ее старый ремонт есть. А вряд ли, конечно, кто-то будет делать ремонт сейчас вот зимой, а по весне, то я думаю, раз она так уверена, что, конечно же, ей сделают, я думаю, уже есть какая-то договоренность. Но вообще она живет для себя. Да, говорит, могла бы быть у нее еще и дочка. Людмилой хотел ее супруг назвать дочку. Но не захотела она больше детей, ей хватило одного сына. Вот, немного она рассказала о своей жизни. И заявляет, что на работу она не пойдет. Да, ни при каких условиях, ни при каком раскладе на работу она не пойдет. Она кайфует и отдыхает. Стесняюсь спросить, от чего она отдыхает. От безделья, что ли? Ну, возможно, да. И стала говорить про своих подписчиков, ну, в том числе про своих донатеров, что, мол, вот вы как легко поднялись, так вы легко и опуститесь. Мол, кто высоко летает, тот низко падает. Ну, для чего она это говорит, а? Она ведь рубит сук, на котором сидит. Она кусает руку дающего. И заявляют, что люди, которые ей пишут без фото, они как ненормальные. Мол, сидят дома и не работают. Вот и кто они после этого? Думаю, а кто она? Она тоже сидит дома и не работает. Так те люди, которые ей пишут без фото, возможно, они еще и задонатят какую-то сумму. Но нет, Ольга Валерьевна считает, что вот если нет фото, ты уже не человек, и прям вот не имеешь права ей писать и находиться на ее канале. Какая-то очень странная логика. А кто Ольга Валерьевна? Вот она сидит дома и ничего не делает. Кто она? Она об этом не задумывается вообще? Она всем сестрам по серьгам раздала. А про себя забыла, видимо. Вышла она в стрим, так сказать, на работу. Да. Она говорила о том, что это ее рабочее место. Ее стул — это рабочее место в прямом смысле этого слова. Ну, а интернет — это ее работа. YouTube в данном случае конкретно, да. Сидит она, значит, на ее голове колпак Санта-Клауса. Хвостики. Уникально, конечно, для ее возраста 2 хвостика. Сидит, песни слушает. Скучные, грустные. Он говорит, у нее такой развлекательный канал. В каком месте у нее развлекательный, так и не поняла. Сидит, чуть не засыпает. Кто-то когда-никогда у нее песню закажут за 100 рублей. Вот она эту песню поставит. Вообще не понимаю, я удивляюсь этим людям. Неужели они сами не могут найти эти самые песни и слушать их, пока не лопнут? И бесплатно, заметьте, это будет. Но нет.
Надо за 100 рублей, конечно, попросить Ольгу Валерьевну, чтобы она включила песню. А иначе как же? Странная какая-то логика у людей. Спросили, сколько стоят у них сейчас яйца. У кого-то там в городе они стоили раньше 60 рублей, мол, сейчас 130. А как у вас дела с ценами, спросили Ольгу Валерьевну. Ну, я думаю, ну нашли кого спрашивать. Ей не все равно, ей хоть миллион тот десяток яиц стоил бы или что-либо другое. Ей все равно задонатят. А если не задонатят деньгами, то закажут ей эти самые продукты через службу доставки. А если не продукты, то сразу какими-то товарами, вещами все это придет через какие-то интернет-площадки. В любом случае, Ольга Валерьевна ни копейки на это все не потратит. Поэтому ей абсолютно все равно, где и какие цены и на что. У нее для этих целей есть ее ключники, так называемые. Кстати говоря, когда она дает ключ, это прям вот обязывает человека уже сразу начинать ей донатить. Причем сразу и причем много. Вот у нее есть ее донатеры, или донатеры, как она их называет. Вот. И есть люди, которые просто так ей суммы большие перечисляют. Поэтому она не пропадет. И ей абсолютно все равно, где и какие цены. Думаю, нашли кого спросить. Но я так думаю, что это кто-то был из новеньких. Пока еще не понял, с кем он имеет дело. И, конечно же, кто-то из новеньких написал: вы умница, красавица. Ну, боже. И умница, и красавица. Ну, прям вот два в одном. И вот гляжу я на того человека, который вот сейчас на стриме, и не вижу ни умницы, ни красавицы. Интересно, а о ком все-таки говорили, что умница и красавица там кто-то? Вот непонятно, явно не про Ольгу Валерьевну. Ну, как-то так. Хочет она хороших конфет взять к Новому году, понятное дело. Только хорошие конфеты. Хорошие, говорит, какое-то суфле, какие-то шоколадные, ну, что-то такое. Вот. Да, понятное дело, что, опять же, не за свой счет. Ну и это такой вот тонкий намек на толстые обстоятельства. Пришлите мне хороших конфет или хорошую сумму денег, чтобы я смогла на эту сумму купить хороших конфет. Новый год на носу, да-да. Донатьте, не забудьте, что у вас есть Ольга Валерьевна. Ну вот как-то так. Я просто в ужасе, конечно. Вот не заглядывала к ней давно, но опять же повторюсь, толком-то ничего не меняется. Она только становится все еще более наглой и какой-то хамоватой. Ну, вот таким получился у меня обзор влога канала Ольга Валерьевна. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!